Под ваши аплодисменты я приглашаю, с удовольствием приглашаю Надежду Свист. Встречайте ее. Некоторые участники сидят так далеко, что пока они идут к сцене, я могу даже успеть прочитать пару-тройку Катрен. В принципе. Катрен — это 4-стишник. Для старших. Гриш, ну ты будешь читать или мне можно уже начинать? Я же шучу, ну что ты. Всем добрый вечер. Да, меня зовут Надежда Свист, как уже сказал Григорий. Произведение, с которого хотелось бы мне начать, вы все наверняка распознаете кого-то из своих знакомых. Главное, внимательно слушайте. Называется оно «Лягушачья болтовня». На болоте 5 лягушек поедали дружно мушек. После сытного обеда завелась у них беседа. Квакша жадная сказала, что болото обмельчало. Словно в луже тут сидим, больше мы воды хотим. Жаба толстая гласит и на небо глаз косит. Комарья уж стало мало, вон как я вся исхудала. Третья дама из эстетов и любитель всех букетов. Лилий с ряской не мешала, ими грудь бы украшала. Тут четвертая квакша молвит, взгляды зависти всех ловит. Скоро замуж я пойду, в большем буду жить пруду. А моложе всех кричит, тоже, в общем, не молчит. А по мне так все отлично, жить нам здесь уж всем привычно. Вот такая вот беседа после сытного обеда. Лягушачья болтовня, а мы слышим ква да ква. Следующее произведение называется «Питон». Простите, немножко волнуюсь просто. Тело длинное питона вылезает из норы. Скучно стало ему дома от обеденной хандры. Увидал его зайчишка, ушки к спинке он прижал. Да не бойся ты, трусишка, для меня ты слишком мал. И пополз себе вальяжно дальше по лесу гулять. Для питона было важно рацион свой соблюдать. Ближе к вернулся он опять в свою нору, плотоядно улыбнулся, заглянув к себе в меню. Ну и в заключение хотелось бы рассказать свой любимый жанр, басенный жанр. Вот, я его обожаю. Вот. И басня называется «Мозг». Да. Человек на свете жил, с головой не дружил. Как-то утром он проснулся и тихонько ужаснулся. Мозг оделся потеплей и исчез среди полей. Он искал себе приют, где оценят и поймут. Правда, долго не скитался, новый череп отыскался. В нем беглец расположился и до старости трудился. Мораль, чтоб достойно век прожить, с головой лучше дружить. Ну, если вам понравилось, то тогда я могу еще одну басню рассказать. Время есть. Вот. Басня называется «Коза и баранки». Решил чайку попить баран. Залез копытом в свой карман, достал оттуда он баранку. Лежит она там с позаранку. Он на базар давно сходил, и там баранок
Сидит теперь смакует, на чай горячий дует. Вдруг послышалось дин-дон. Баран звонку был удивлен. Пришлось баранку отложить и визитеру дверь открыть. А на пороге дивная коза, в глазах прозрачная слеза. «Привет, сосед, у вас обед? А мне баранок захотелось, в делах по дому завертелась. Когда пришла я на базар, то был раскуплен весь товар». Барану стало жаль козу, утер он барышне слезу. «Ну, ты нашла, о чем грустить, позволь тебя мне угостить». И вмиг коза развеселилась, не зря она принарядилась. С тех пор они всегда вдвоем хрустят баранками с чайком. Мораль. Стоп, мораль. Это же басня, это самое главное. Если к цели ты идешь, то и метод подберешь. Спасибо, вы все молодцы. Надежда Свист, которая знает толк в баснях.